Вот и уже третий день. Фордяра мой прогрелся на солнышке. В нем сейчас невозможно абсолютно находиться. Трохи проветрился, что ли. Поставлю. Все, еду на камни смотреть. Ну а вот уже более-менее похоже на исторический центр Выборга. Элитное жилье, я так понимаю. Какая красота пошла. Выборг. Нормально, нормально, есть что посмотреть. День прогулки по Выборгу у меня завтра. Сегодня день камней. Исторический центр, но это будет завтра. Там вон это уже залив. Красиво, красиво. Очень красиво. Очень-очень-очень красиво. Сейчас нам направо. Замки, крепости. Мосты, заливы. Какой свежий воздух тут. Приезжаем в Сайменский канал. Ух ты, ё-моё, какая красота. Нормально, есть на что посмотреть. Есть. Там воинская часть слева какая-то. Нормально, тут такие мастяры. Высокие такие. Ух ты ж, ё-моё, красота. Короче, съездили мы на камни посмотреть, все точки отмеченные посмотреть. Оказывается, приграничная зона, на которую нельзя въезд иностранцам. До Выборга, до границы еще 80 километров, у них пограничная зона и не пускают без пропусков. Обалдеть. Ну что, попробуем сейчас зайти на морскую набережную 5 и получить пропуск. Может, получится, там ксерокопию сделаем паспорта. Может, на завтра дадут, может, на сегодня дадут, непонятно. Короче, написал заявление в КГБ. Сказали от 2 недель до месяца. Короче, все. Съездил я на свои камни. Половина точек, короче, по бороде пошло. Ну, ничего страшного. У меня еще есть на Выборге много точек, парков всяких. Если что, на следующий год приеду. Любуемся Выборгом. Конечно, грустно, печально, что не получилось такой путь. И то, что именно я не догадался, что, оказывается, какие-то КПП будут стоять, пропускной режим, приграничные зоны, заявления писать. Как-то да, неожиданно, печально. Ладно, пойду гулять по парку. Короче, хотел я сделать Сювайв, Drive to Сювайв. В итоге на Сювайв меня не пускают погранцы. Пришлось пойти вот в такой вот парк Монрепо. Ой-ой-ой-ой-ой. Беда. Не подготовился, теперь мне вечное страдание до конца дней моих. Ну, а теперь любуюсь вот такой вот некрасотой. Шучу. Красота, надо дикая природа, дикая. В дичь не пустили. Теперь хожу, грущу. Вот гуляю я дальше по парку. Гуляю. А мог уже любоваться камнями в другом месте, на берегу залива. Но приходится любоваться в туристическом месте, куда пускают неподготовленных владельцев Фордов Эксплореров. Еще и забраться можно. Я уже гуляю дальше. Я уже на экотропе. Туристасы все ушли. Поэтому не все туристасы ушли, но, по крайней мере, могу показать, что здесь происходит. Вот такой вот тут лес. И можно гулять. Скоро дождь будет. Но меня это не останавливает. В принципе, я уже успокоился, что не попал туда, куда хотел. Чуть-чуть успокоился. Может, отпустит еще к концу дня. Я так хотел камней, его камней. Эта экотропа не заканчивается. Я уже задолбался на 100 дурных по ним ходить. Невозможно. Ну, красиво. Скоро дождик будет. Вот такие облака. Ну, какой камень лежит красивый. Красиво здесь в лесу. Очень красиво. Экотропа. Высокая скала. Да и просто скалы красивые. Вот старый причал.
на остров Былинный. Вот на тот остров, там типа был паромный причал. Обалдеть, что не могли в мост что ли насыпать. Прикольно. Камни, экотропа. Что-то я уже вначале был обиженный, что меня не пустили туда под Финляндию. А теперь я устал вполне себе. Как-то мне уже находился я на этих камней, насмотрелся уже. Приелись. Надо будет просто еще, знаете, где на Финский залив посмотреть завтра. И все, в принципе. И если что, можно на следующий раз уже конкретно подготовиться, чтобы со второго раза точно уже пустили доехать. Это заявление подавать умеем уже. Так что можно ехать. Вот вид на тот остров с высоты. Там, короче, остатки пирса есть. Ну, там, где человек стоит, это паромная переправа была. Такая вот. А это бывшая гранитная каменоломня. Здесь гранит добывали. Ну, какая она. Какой участок здоровый. То есть тут добывали, получается. О, как тут. Тут как-то смесь. Какой-то непонятный фундамент. Может, тут какое-то здание стояло. Вот так, о, как там выбили. То есть они тут, получается, выбивали, еще и там выбивали. Получается, вот справа хорошие камни забирали. А вот здесь вот это явно отвалы. Ну, этих отбитых плохих камней ненужных. Но все равно интересно, интересно. Ой, дождик пошел. Заканчивается каменоломня. И начинается, короче, тут раньше было производство снарядов. Какое-то пороховое производство. Вот что от этого осталось. Слышу крики, значит, туда можно зайти. Значит, и я зайду. Раз все заходят. Нету что. Лучшее время нашей жизни позади. Это мы помрем спустя много лет. Окей. Окей, окей. Это же пороховая мастерская, только с обратной стороны. А это каменоломня с обратной стороны. А вот это уже интересно. Какие-то подписаны инженерные сооружения. Обалдеть. Что это такое было? Вообще непонятно. Какие-то как сталактиты древние. Стоунхендж. Угу. Шло тут производство нормально. Так, рычаги типа все в одну линию. Вот. На всех этих. Ах, муравьи меня жрут. Муравьи. Все, ухожу. Камень, который треснул. То есть был так. Потом лежал, думаю, дай-ка я тресну. И все. Треснуты. И сосонка приросла. Дождь в лесу на экотропе. Красиво. Красиво. Можно идти себе под дождем спокойно. И не холодно. Хорошо. Дождь продолжается, тропинка закончилась. Попали под дождь. Хороший такой дождь, который не заканчивается уже. То есть вот это вот был забор этого оригинального, этого богатого дядьки. А здесь, получается, еще один забор поставили. И там была калитка, но она закрыта. Было два варианта. Либо ее слева обойти, либо справа. Мы обходим слева. Ага, вон люди на горе идут. Значит, прошли забор. Там есть, значит, калитка. А дождь идет. Скальная гора справа. По пятам он бьет. В аллее очень температура. А дождь идет. Фигура. Вот я дошел до Форда. Вот такая парковочка. Все цивильно. Все отлично. Тапочки мои, асфальт тепленький. Хорошо. Я весь мокрый. Просто вот. Как будто вот намочил полностью майку и на себя надел. Центральная площадь, рыночная площадь Выборга. Мой фордяра. Парковочка. Рыночек. Еще какие-то ряды рыночные. И тут башня какая-то. Красивая. А вот и Выборг исторический. Прям как в Грузии.
Как в Тбилиси примерно, если разобраться. Котяра. Ходи сюда, котяра. Котяра. Кс-кс-кс. Котяра, котяра, как я люблю котяра. Ходи сюда, дай. Ах! Не дается котяра. По карте отмечено, что это самый старый дом города Выборга. Ну да, похоже, прикольно. Вон еще такие здания разрушенные, разваленные. Дом на скале в Выборге. Тоже интересно. Усадьба Бюргера. Вот такое здоровое здание, просто обалдеть. Красота. Такой он Выборг. Выборжный Выборг. Такая гора, возвышенность, там люди ходят. А это яхточки вдоль берега. Написано экскурсии, может отсюда экскурсии стартуют. Порт таможенный, это сам Выборг. А слева получается их замок, крепость. А это, короче, памятник бетонному кораблю. Бетонный корабль. Потому что он прям залит из бетона. Сейчас во время войны было мало металла. Корабли делали из бетона. Просто арматура и бетон заливали, он плавал. Но от них отказались в будущем, потому что они очень тяжелые и экономически невыгодные. Но типа служат дольше, их не надо обслуживать. Он в воде был и все равно чистенький. То есть он не ржавеет, не гниет. А вот Выборгский причал, только посмотрите, какие там корабли. А потом такой здоровущий корабль, еще здоровущий корабль. Я ни разу кораблей не видел, поэтому очень интересно на них посмотреть. И еще 7 корабликов. Петротранс. Такой длинный, он там что-то качается. Там еще один стоит. И еще один. Красивые кораблики. 7 Финского залива. Под Выборгом. Куда-то вон туда я хотел заехать с той стороны, но меня не пустили. ФСБ, погранцы и вся остальная ботва. Есть еще корабликов. Грузят уголь. Только я не понимаю, они грузят или разгружают. Так смотрю, непонятно. Там он стоит высокий, здоровый корабль. Там куча всякие. Вот. Этот корабль похож. А этот вообще здоровый. Петротранс. Кран поехал. И вагоны приехали. Наверное, под краном проедут. Какая тут система интересная. И вагоны пошли. Еще корабликов. Ну и справа кораблики, краники работают. Ну, в Бобруйске, по-моему, тоже пару таких кранов стоит. Сейчас тот высыпет и этот высыпет. Он интересно. Такая конструкция. Он эту кучу довольно-таки быстро кромсает, я смотрю. Пару часов этой кучи не будет. То есть сюда грузит красный, а туда вот этот вот серый щебень. Надо, чтобы мне один такой ковшик домой засыпал. Так я себе везде все посыплю этим. Красиво будет. И там он тоже работает, грузит. Портовое хозяйство. Тут пахнет соответствующей вот этим солярочкой с маслицем. Кораблики. Точнее, краники грузят. Опять этот вагон ломает. Из вагонов выгружает, так там как ляпнет по вагону. Вагон чуть не переворачивается. Там вон сколько кранов работает. Еще немного Выборга. Там, короче, порт. Здесь он вот такой вот. А вот как этот бастион выглядел раньше. То есть получается вот эта хата, вот она, что там вон справа. А на месте этого была гора. Получается бастион, да? Прикольно. Бастион Панцерплакс. Элемент рогатой крепости. Ну а вот и 4-й день. Сегодня стартую на один из мысов
Туда, куда меня вчера не пустили, уже не пустят. Я поеду на другой. У меня была другая точка, которая не находится в пограничной зоне. Сегодня у нас дождяра. Это моя гостиница с Фордом. Там какая-то экотропа. Попробую, конечно, проехать. Ну, должно быть все, в принципе, хорошо. Там просто проеду и все. Ну, конечно, погодка чуть-чуть такая скользкая стала. Но я тоже думаю, что там все должно быть уже, в принципе, сухое, и Фордяра должен пройти. Но я стартую, получается, по направлению это вон туда, куда сейчас карта показывает. И потом попробую там как-то пройти. Это все. Фордяра, катай меня. Приморск. Славный город Приморск. Не знаю, чем он славный, у меня все города славные. Едем до поворота на мой этот полуостров. Любуемся Приморском. Дома двухэтажные есть. Деревянные, старые. Так, куда там по карте? Значит, все. Так, смотри, туда. Сюда? Хорошо. Наконец-то едем по берегу Финского залива. Иногда что-то даже видно. Конечно, дорога такая, хоть и асфальтовая, а лишь узкая и петляет. У кого-то дачи. Это я вывез своего Форда на море. На настоящее, на финское. Вот он стоит, ему здесь хорошо. Красивая тут природка. Дождь шел и вроде как перестал. Ура! Море, море, Финский залив. Красота! И мой фордярка стоит. Едем дальше. Пошла вот такая дорога. Хорошо, что я сюда планировал заехать первый день вечером. Памятник. Хорошо, что не поехали сюда. Какой-то забор, видишь? Ну, тут какие-то вообще сложные. Что было?
Пошел подъем еще один. Уже красиво стало. Конечно, идеально было бы колеса трохи приспустить, но мне просто лень. Будем пока что так. Где тут как-то поаккуратней проехаться. Налево, Куда? налево, Сюда? налево, 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 налево. Сюда? Да, Точно? точно. Ну, слушайте, уже прям вообще дорога классическая. Как под Витебском себя чувствую теперь. Вот эти все разбитыши ушли, просто началась хорошая такая вот, ну, лесная дорога. На мотоцикле тут можно валить километров 40. На фордяре, конечно, чуть помедленнее, но уже хотя бы не шатает и хотя бы красиво. Сейчас, типа, по карте у меня написано экотропа. Не, нормально дорога. Главное, тут дерево не легло посреди дороги, что придется назад сдавать. Еще такая вот нормальная гора. Точнее, это та же самая, но тоже нормально. Неплохо, неплохо. Нормально в лесу. Я доехал до экологической тропы на фордяре. Комары лютые. Короче, была прибрежная батарея. Пойду смотреть на ее остатки. Я даже не знаю, где я. Наверное, где-то вот тут. То есть дальше можно либо направо, либо налево. Пойду вот по этим дорожкам пройдусь. Да, кстати, тут еще можно всякое посчитать штучки. Такая штучка есть. Такая история. Такая история. Такая история. Такая история. Это типа как было, как стало. Тут деревня располагалась, Харкиля. Харкаля. Ватнуоре. Артиллерийская батарея. Манола. Харкаля. Короче, это все было в итоге взорвано вступавшими красноармейцами после поражения в 1918 году. Ну ладненько, что надо посмотреть, где тут что-то может что большого и осталось. Вот остатки какой-то этой бетонной плиты. То есть визуально тут бетона не так-то и много здесь. Может и всякие рвы. Ого. Какой-то ров. А вот остатки батареи чуть с другой стороны. Здесь, конечно, груда камней побольше. Подорвана она была в 1918 году красноармейцами. В принципе, здесь на всех стендах примерно одна и та же информация написана. Сейчас вон туда чуть пройду. Короче, Кирогаз, Высоцк. То есть это какая-то газовая компания, это все. Как мецената. Угу. Здесь, скорее всего, не было елок, этих деревьев. Все было вырезано и была просто батарея. Ага. Ну, это, видимо, еще один ров. Да, тут, видимо, еще тропа. Отсюда он начинается и туда продолжается. Немного истории этого места почитать. И здесь, если что, истории почитать. Вот сейчас думаю, либо туда можно поехать, либо же можно поехать вон туда. И везде, и там примерно все одинаково. Вот и думаю, как быть. Куда же я все-таки поеду? На карте был обозначено валун, и действительно валун. Пусть здесь валунов, конечно, много, но когда вот такой вот камень, ровно лежащий посреди леса, это, конечно, впечатляет. Всегда. Это, наверное, история валуна. Природный валун. Угу. Короче, я уперся в оффроуд для Форда. Может в любую лужу провалиться, в такую большую. То есть дальше я в такое не поеду. Оффроуд, кажется, надо заканчивать. Да и площадок для разворота я тоже нигде не вижу. Там опасно разворачиваться. Все опасно. Конечно, на баджаже проблем было бы меньше. Я бы просто... Ну вот как мне вот здесь вот на Форде проехать? Никак. Здесь видно, что какие-то трактора проезжали большие. Непонятно, что делать. Ну вот как такие вот были лужинки маленькие, еще ладно. Этот спуск к морю, короче, да, надо не рисковать, пытаться где-то там все-таки развернуться.
что, вот и все. А что мы тут страдали на ровном месте, бля? Вот там бы мы застряли просто на 100 метров дальше. Фух. Скульптура, мать ее, заново. Вот Вардярка выехал. Все, хорошо-то как. На твердой твердыне просто. Без каких-либо проблем. Ну да, чуть-чуть грязненькие, но это ж джип. Джипу положено быть грязненьким. По потерям ничего не потерял. Все на месте. Все хорошо. Деревья посажены в ряд. Может, торф когда-то добывался здесь? Видишь, как бы участками. Дорога, походу, финская. Она хорошо подсыпанная. Снизу камни у нее. Сверху вот этот песок такой, я бы сказал, гранитный песок. То есть он очень плотный и, в принципе, он хорошо сохранился. Все просто, если вровень выровнять, эта дорога еще 100 лет простоит. Вот справа, походу, как там и писали, типа, люди здесь жили, типа, у них были небольшие участки. И здесь вот дорога слева-справа, видишь, какая, ну, деревья ровненько высажены. И спереди, я смотрю, что-то открытое пространство. Целое поле. Забор какой-то пошел. Ну, как отворачиваемся плитами такими. Строительными. Ох, уже пошла.
я уже решил даже не рисковать, потому что здесь вот эта вот лужа, а дальше еще, и, короче, все, жопа. Все, идем пешка. И вот мы и дошли до этого пляжа. Все, ради чего это все делалось, ради чего все ехалось, чтобы дойти до этих кустов, посмотреть, что тут делать, и разворачиваемся. Стопудово так и есть. А по карте пляж, типа пляж. А по факту, конечно... Не, но все равно оно типа красиво, но как-то я ожидал большего. Опа! Ну как-то так. Выборг там где-то. Мы здесь. В принципе, посидел чуть-чуть и ухожу. Все. Вот такой вот тут вид. Больше ничего не видно. Хорошо. А эта полянка недалеко от пляжа. Наверное, тут когда-то люди жили. Что деревья такие убранные, как писали, что у каждого участка было 1-2 гектара земли, где люди еду себе выращивали. Ну, здесь вот, наверное, и выращивали. Ну вот, едем уже назад. Потихоньку, спокойненько проходим, проезжаем. Да, встретили чувака из Минска, жаль, что забыл, что-то не подумал его заснять. Он тоже, короче, на какой-то электрической машине, там М-Хира какой-то, китаец, электрический, собрался туда заехать. Ну, я его отговаривал как мог. Не знаю, как он там будет, потому что там очень тяжко. С другой стороны, у него и тачка как бы и по резинисти, и по проходимости. Может, для него это не проблема на мыс заехать. Но как бы оно того не стоит. Я абсолютно верю, что там мыс будет такой же самый, как этот пляж, до которого я доехал. Как-то так, такая тут природочка. Едем уже на выход. Слева у нас бухта заметная, которая почти незаметна. А мы едем по дороге, которая идет через болото, и которая дорога проложена прям. Присыпана финская дорога. То есть в основании лежит, короче, камней. Целый груд, то есть сплошняком камнями просто выложено. А потом сверху идет вот этот песок, и в итоге дорога вечная. Если бы ее как-то подсыпали, следили за ней, то она бы еще миллион лет была бы в идеальном состоянии. Хотя бы грейдером проходили. Хотя я думаю, если грейдером пройти, она, скорее всего, просто слой снимется, а не выровняется. То есть надо прям подсыпать, проходить ее. Ну а что мы хотели? Дороги, блин, больше 90 лет. Автобан пошел, короче. По нашим меркам это автобан по сегодняшним. Можно просто давить и ехать. Я на первой передачке топчу. Пошел красивый лес с валунами, с каменцами. Все как мы любим. И с хорошей сосновой лесной дорогой. Тут она хорошо сохранилась. О, стендики пошли. Значит, мы уже где-то. Трястись. Нам отлично будет и здесь. Пусть это и не мыс, но мы уже натряслись за день нормально так. Ой, пляжи здесь нормальные. Просто надо места знать просто. Вот как бы и доехали, решили до мыса уже не ехать, устали. Вот такой вот тут пляж. Вот, конечно, вдалеке видны эти, вроде как видно берега, вроде как и не видно. Да, вот там за этим краешком
Там остров еще Лисий. Вот это вот, это и этот полуостров, потом Лисий. Но дальше можно считать, что и не видно ничего. Вообще просто воду режет. Как самурай. Главное себе по ноге не чикнуть. Так, уже еду в сторону какого-то мыса. Красиво и здесь, в принципе. Можно было и тут отдохнуть. Типа по экотропе еду какой-то. Ну, не какой-то, а вот это название, которое на видео сейчас. Красивый экотропа. Дорога хорошая, тут обривистые берега. Вот и мыс. Доехал я до него, сразу ехать не хотел. Уже подумал, там отдохнул. Думаю, нафиг надо. Такой же насмотрелся этих мысов, но все равно вот подъезжаешь, песок теплый, тут сразу тепло, намного теплее, чем там. И как-то сразу настроенька появляется. Походить тут, по бережку погулять. Травичка растет тут какая-то. Да, тут совсем по-другому все ощущается, чем там в том болоте, где там просто чуть ли не подыхаешь от этой природы. А здесь прям такой пляжик, песочек. Если есть квадроцикл какой-нибудь, мопед, так можно и гонять по нему. Помочу ножкой в Финском заливе, на мысе. Хорошо, хорошо. Водичка, конечно, прохладненькая, но за день, конечно, смена пейзажа, смена локаций. Класс, столько водяры, воды. Что, обалдеть просто можно. И запах чувствуется морской. И вот этот вот мыс, вот он прямо вот здесь вот и переходит. Был мыс, стал не мыс. Он постепенно намывает камешками. Ну да, там вдалеке видны всякие пирсики. Там же и кафешки, пирсики, вон камушки лежат. Фордяра мой стоит на том же мысе. Ближе не рискнул подъезжать, потому что может провалиться под землю, не достанешь. Просто фордяра. Ух, какой америкосец. Просто на таком подъезжаешь, просто царь дорог. Никакие ваши эти крузаки, что там еще какие-то. УАЗ Патриот вообще молчу. Не круто. А вот фордяра на стиле, на газе стелит просто. Едет большой, вместительный, со всем моим барахлом. Шо? Стартуем. Блин. Просто летим по прекрасной летней, песочной, лесной дороге. Вторая передача вот он то Форда на КПП. Все, и просто едем и едем. Дождик прошел, солнышко вылезло. Все прекрасно у нас. Камышки вон лежат здоровушие.
песочек беленький, пляжный такой. Прикольно, два камушка, видишь? Лево, право. Как будто подсыпали даже эту дорогу. Вот тут подсыпали, верю. То есть эта дорога скоро закончится и начнется та вон какая-то деревенская разбитая между домами. Стопудово. Когда доедем до кафе. Может тот мужик на крутой тачке на кафе сидит, отдыхает. Типа думаю, поеду я вечерком тут сгоняю недалеко на мыс. О, начинает мой бампер, оказывается, там. Кронштейн отломанный, он трещит на кочках. Так мы так сейчас типа через 15 минут выйдем отсюда. Как-то грустно, да? Все закончилось. И это все. Как хорошо, что только 4-й день выпуска. Мы еще найдем, куда заехать. У нас еще ночевка в лесу, Сювай. Я уже место выбрал. Новое место, кстати. Не то, которое я думал, потому что то, которое я думал, оно оказывается в пограничной зоне. Там, во-первых, наверное, до нее не доехать, во-вторых, проблемы могут быть, если доедем. Уже скоро, наверное, в GoPro надо аккумулятор менять. Впервые за день высадили аккумулятор. Ну какой камень. Обалдеть, обалдеть. Слушай, давай-ка мы зафоткаемся. Нормально тут камешки в лесу лежат. Раз камешек, два камешек, да еще и с деревом. Обалдеть. Ну а сейчас вообще автобан пошел. За нами даже еще легковушка едет. Значит, точно мы выйдем этой дорогой. Значит, нас обгонять будет стопудово, я смотрю. Уже вплотную едет. А сейчас вообще уже асфальтовый автобан. Так непривычно. Постепенно выезжаем там. О, дорога прямая, типа без грязи. Какая классная дорога. Потом, о, дорога прямая, песочком с беленьким, как классно. Сейчас асфальт. Асфальт. Это говорит о том, что мы уже в цивилизации. Нас пытаются обогнать. Как-то позволим. Но не сильно. Залив. Мы его видим. Надеюсь. Море. Море, солнце, жара. Лето, солнце, жара. Это типа... Там какое-то производство целое. Впереди типа железная дорога, какой-то типа борт. Едем дальше. Железнодорожный переезд, поезд. Выборг. Я, наверное, как-то близко стал, что ли? Стремно. Близко подскочил. Дизеляка. Вот я и заехал на тот вертолетик посмотреть, что обещал. Это амортизатор, вообще здоровый вертолет. Ми-4 первый советский транспортный вертолет военный. Ну здоровущий, ну господи, ну вот это такой здоровый, сколько вот эти лопасти у него. Обалдеть. Попсу 25-летней давности кассета. Вновь стоят машины в
Пол-первого ночи, Выборг. Мы решили сходить погулять, потому что мы ж так и не зашли в эту бастионную гору посмотреть, которая в этом лесу. Поэтому сейчас вот такой вот Выборг на окраине, на окраинке. Ну, там вообще еще все красненькое. Сейчас посмотрим, что тут есть. Пол-первого ночи. О, а тут, оказывается, наверху бастионное разрытие. Здесь довольно-таки здоровая ямка вырыта. Там вон видно всякие бетонные укрепления. Неплохо, неплохо сделано. Правда, ничего не видно, но по факту да. Там плиты стоят, глыбы такие. Нормальненько. А у нас луна почти полная. Вот Выборг.